тебя мысли, что нужно валить из Канады? Здесь лучше. Не, нифига здесь не лучше. Здесь тоже можно очень хорошо зарабатывать и легально зарабатывать. Ой, нет, Канада, все плохо, я там работать не хочу. Люди, которые достигли чего-то в Украине или какой-то другой стране, они достигнут и здесь этого. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Около Канады, и с вами Ирина Пашинская. И сегодня с нами наш великолепный гость Максим, который построил свой бизнес в Польше с нуля и то же самое делает сейчас в Канаде. Привет, Максим! Привет. Я сам доктор, учился в Днепропетровском медицинском университете, закончил по профессии я онкогинеколог, но жизнь сложилась так, что мы решили уехать в Польшу. В Польше потихоньку начинал тоже с низов. Сначала заводы, потом это офисная работа, и в конечном результате вот открыл свой бизнес. Но случилось, как случилось, все мы знаем, что случилось, и поэтому мы решили уехать в Канаду, где тоже начинал с низов, со стройки, как и все. Но сейчас потихоньку восстанавливаюсь и открыл уже свой бизнес-клуб, про который, наверное, сегодня будем говорить. У Максима много побед, много чего интересного, так что видео будет классное. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, оставляйте свои комментарии относительно того, что сегодня мы будем говорить. Максим, ты приехал вместе со своей женой, с 2 дочерьми, с мамой, насколько я знаю. С тещей. С тещей, ага, с тещей, окей, я поняла. Хорошо, скажи, как ваша адаптация вообще? И семейная, и твоя прошла, нормально? Вообще без проблем. Может, я где-то там 3 ночи плохо поспал, все хорошо. А когда мои уже приехали, они просто с первого дня включились, потому что нервы, стресс в Польше, собирание вещей по ночам, и они уже приехали готовы как раз к этой адаптации. Ну да. Вообще, если говорить о адаптации моральной, да, то тоже было тяжело немножко, потому что перестраиваешься, опять падаешь вниз в финансово, в каких-то принципах своих, нужно переступать, есть плюсы, есть минусы, но ничего, это все уже прошло, в данный момент все хорошо, нужно развиваться, нужно расти. А как ты думаешь, вот то, о чем ты сказал, вот эти вот переступать через свои принципы, начинать все сначала, это дает какой-то личностный рост? Наверное, это больше дает какое-то понимание. То есть ты можешь жить хорошо у себя в стране, это Украина, или если вы с Европы, но приезжая в новую страну без миллионов долларов, как бы немножко тяжеловато стартануть. И все, что не убивает, делает нас сильнее. Вот этот принцип нужно придерживаться. Есть у тебя какие-то топ-4, что нужно сделать по прилету человеку, который вот собирается приехать сюда? Топ-4? Может, да, какие-то дела, которые обязательно нужны? Ну, обязательно нужно найти работу. Обязательно. Это первым делом. И многие люди говорят, что очень тяжело найти работу. Но, как говорится, под лежачий камень вода не бежит. Поэтому ноги в руки и побежали искать. Первая работа, как я считаю, должна быть любой. То есть, чтобы просто вот зацепиться. Когда ты уже зацепился, то тогда можно начинать перебирать, искать, узнавать, ездить, смотреть. То есть это первое. Второе, наверное, это оформить правильно все документы, да, пообщаться. Сейчас очень много на Ютубе информации, в интернете. Очень много людей уже, которые могут просто помочь. Это вот второе. Третье. Нужно найти жилье, в котором тебе будет комфортно жить, да, то есть, чтобы ты приходил с работы и мог отдохнуть, как так сказать. Ну и четвертое, наверное, найти какой-то свой круг общения, с которым тебе будет приятно проводить время, которые могут помочь тебе развиваться, искать что-то, помогать. То есть вот друзей, грубо говоря, так. Угу. И что из этих аспектов всех у тебя лично вызвало трудности больше всего? Ничего. Ничего, все прошло гладко. Да, работу я нашел через 2 дня, вторую не закончив первую, третью не закончив вторую, дом я нашел первый посмотрел и меня выбрали, то есть я даже на 2-е, 3-е не пошел принципиально, еще меня не выбрали, но я был уверен, что меня выберут. Друзей я тоже как-то знакомых, товарищей быстро нашел, как бы круг общения.
Ну и да, с документами тоже мне немножко помогли, как бы тоже не составило большого труда. Так, Максим, ты либо очень везучий, либо очень приспособленный. Очень везучий. Да, очень Я хорошо. знаю, что я очень везучий. Это замечательно. Мы, как говорится, мысли в космос, они материализуются. Мгм. Поэтому я этого придерживаюсь и иду по жизни с этим. Ну, круто, молодец вообще. У нас, видите, сколько зарядов мотивации для нас всех, для вас, зрителей. Так что вот, слушайте, набирайтесь и идите вперед. И не забывайте, что мысли в космос. Это очень хорошие прям слова. Были ли у тебя мысли, что нужно валить из Канады? Были. Мне так кажется, что у 99% людей, которые приехали с Европы, ну, откуда угодно, да, с Украины, с Европы, были такие мысли. Большая часть, не большая, но где-то, я так думаю, 20-30% они уже вернулись все-таки. Те, которые не вернулись, они прошли этот период, и просто ты понимаешь, что тяжело везде, где ты приезжаешь, тяжело стартовать, но со временем, когда ты осознаешь, что здесь есть развитие, ты можешь здесь чего-то достичь, потому что Канада — это Канада иммигрантов, да, тут все практически приезжие, и я всем говорю так, те люди, которые достигли чего-то в Украине или какой-то другой стране, они достигнут и здесь этого. Только нужна какая-то информация, нужно время, нужен язык, и тогда можно достичь даже больших высот, чем были. Ну да, здесь возможности для развития, на самом деле, даже уже говоря о бизнесе, да, намного, мне кажется, больше. Да, в любом случае. Интересно, что так, да. Ну вот, хорошо, сейчас перейдем к интересному, потому что жизнь в Польше твоя тоже была, и тоже интересная часть твоей истории, правда? Ну, вроде да. Какие вот плюсы ты можешь и минусы выделить в жизни в Польше относительно Канады, может? Плюсы в Канаде, вот разницу, да, буду так, наверное, это говорить. Здесь люди, канадцы, если мы говорим именно про канадцев, они более доброжелательны, чем в Польше. Хотя я на своем пути за 5 лет жизни в Польше тоже встречал много хороших, положительных поляков, но канадцы, мне кажется лично, вот мое мнение, что они очень-очень открыты, и мне кажется, что даже если бы не было войны у нас в стране, как бы они бы все равно нам помогали. Чисто по доброте душевной. И у них нету... вот если взять поляков, они все равно кто-то за деньги, кто-то... Потому что там помощь была какая-то. А здесь как таковой помощи нету, здесь очень все открыты в этом плане. Какие еще плюсы? Плюсы Польши, наверное, для нас, для многих. Когда ты приезжаешь в Польшу, очень легко найти работу. Там по факту работа ищет тебя. Ну да. Здесь, приезжая, тебе нужно бегать. Да, кому-то повезет, кто-то очень быстро сможет найти работу, да, ты как мне. А кто-то, я знаю ребят, которые по 2-3 месяца не могли найти работу себе. Как ты думаешь, из-за чего это происходит? Из-за чего они не могут найти работу? Но, насколько я знаю, в Польше очень много производства, и это производство не только польское, оно и европейские страны открывают заводы, и я знаю, даже американское есть производство, поэтому очень много мест в Польше рабочих. Здесь почему нету? Наверное, здесь, насколько я понимаю, это правительство борется за экологию, как бы, а любое производство — это выбросы в экологии. То есть и здесь нету столько заводов, сколько есть в Польше. Ну и такое ощущение, что даже нет столько фирм, потому что я, когда искала, например, себе работу в Варшаве, то я там себе вбиваю, и там фирмы, того менеджер, какие-то там колл-центры и все остальное, куча разных вариантов. То есть понятно, что мы живем в городе Калгари, нужно уточнить, да? Может, Торонто возможностей работы офисных больше, чем здесь, правда? Ну, там и людей больше, тут да. же надо тоже понимать. Там за 2 миллиона, по-моему, да, сколько? Здесь как бы почти миллиончик, да, набирается, поэтому... Работа есть, работу нужно искать. Просто здесь сложнее найти, чем в Польше. Это в любом случае. И плюс нужно не забывать, что Альберта сама, она по себе больше такая, как считается, не знаю, что нефть, да? Да. Популярна здесь, и какие-то такие другие возможности заработка, да? То есть другие области, другие провинции, они на чем-то другом ориентируются, и там можно найти какую-то другую работу. Поэтому... Да, здесь очень хорошо ребятам
залазить в лазейку нефти, кто хочет. Но чтобы там работать, нужно уезжать от своей семьи, вы это должны понимать. Да, там добывают. Если вы готовы как бы оставить семью там на 2 недели, на 3, потом приехать на недельку, то можно поехать, поискать. Да, сложно, но все возможно. Остался бы ты в Польше, если бы не война? Да, конечно. Остался. Не думал бы Остался уже про Канаду? Нет. Ага. Я бы остался даже в Польше, если бы у меня не было детей. Окей, да. Я ты уехал сюда подумал, из-за детей, потому что материться здесь нельзя. Можно? Некий человек, да, очень Да. плохой, который кацапской национальности, грозился, что запустит ядерное оружие, ракеты в Европу. Мгм. Так как у меня 2 деток, наверное, это сыграло одну из 2 ролей, как бы, почему я уехал. Ну а второе, это когда появился шанс, я уже 1 шанс в своей жизни, скажем так, профукал. Какое? Мы когда учились на 6 курсе университета, до нас приехали пара с Израиля и предложили доучиваться и потом остаться работать В Израиле. в Израиле. Может, это и не И совсем я плохо. Ну, в данный момент, Да. но тогда это было очень круто. Я понял это, когда я вышел на работу, зарплаты 1800 гривен, а за коммунальные услуги нужно было заплатить 1300. О, боже, Я какой понял, кошмар. что стоять в операционной с 8 Это до 5 врач, вечера, это врач-хирург, вы до 5 понимаете? вечера, это тяжелая работа, очень ответственная, но зарплаты там нет совсем. То есть Почему так? Неужели непонятно, что люди, которые делают такие важные вещи, спасают жизни, такую ответственную работу, столько учатся, должны зарабатывать 1800 гривен? Сейчас я не знаю, какие зарплаты. Наверное, Ну, сейчас немножко больше, насколько я слышал. 2800? Нет, ну, сейчас где-то там около 8000, 5, 8, 10, Ну, то это есть вот тоже. это плюс-минус. Ну да, ну и цены как бы сейчас в Конечно. Украине тоже космос. Сейчас пойти скупиться, насколько я слышал, то это вот, ну, 1000-2 надо оставить сразу в магазине. Я бы хотел очень, чтобы у нас в стране пропала коррупция, чтобы люди начали зарабатывать какие-то хотя бы адекватные зарплаты, чтобы можно было жить адекватно. Я уже не говорю там про врачей, каких-то специалистов, а просто вот, чтобы можно было вернуться, может, не нам, может, нашим детям, как бы, да, и жить адекватно, так как можно здесь жить. Смотря здесь, как живут канадцы, они не стремятся заработать миллионы. Может, кто-то и стремится, конечно, но не все. И тех, которых я знаю, канадцы, они и так зарабатывают неплохо, и они ездят с детьми каждые выходные на кемпинги и куда-то отдыхать, кататься на лыжах, и это классно. да. К этому надо стремиться. Наверное, вот это у тех людей, у которых есть дети, наверное, это один из смысл жизни, такой как Да. вариант. Конечно, дать что-то от себя, да, что возможно. И причем это не какие-то вещи, знаете, не гигантские таунхаусы, не машины по 5 штук в гараже. Это самые простые вещи. И страшно, что мы, живя, например, в Украине, как бы, не знаю, думали, как себе добыть деньги на куртку. Ну, типа, блин, Да, собирать несколько месяцев, чтобы Это пойти жесть купить просто. курточку зимнюю и сапоги на зиму. это страшно. Ну, типа, и понятно, что это, мне кажется, ну, эта политика давно шла, и мне кажется, что из начала СССР и Россия это все началось, что гнобление Украины, и максимально ухудшение состояния и вообще и психологическое, и желание избавить народ от национальности уже давно вот этот вот процесс шел, да, и поэтому у нас, в принципе, мое детство, оно так, я не знаю, как у тебя, ты вообще с какого ты района? С Кривого Рога. С Кривого Рога. У тебя вот там было прям что-то такое в детстве украинское национальное, что там продвигают там, традиции и так далее? Нет, не было. Ну, я с детства учился в украинской школе. И там был украинский язык? Украинский язык, да, 5 раз в неделю. У вас 5? Да, 2 или 3 украинская литература. Подожди, а на каком? На украинском языке учились? Да. Но опять как, да, школа была украинская, но большая половина учителей преподавала по-русски. Ну вот, блин, То что это такое? И университет как бы должен был быть на украинском, но, наверное, 80% преподавателей преподавали по-русски, потому что у нас 2 человека, одна женщина не понимала вообще украинский язык,
И парень тоже, он говорил, не понимаю, но он понимал, но говорил, что не понимал, как бы, ну, вот А как-то потом так. вот люди начинают комментировать, а что ты не говоришь по-украински? Скажите мне, пожалуйста, как люди, которые воспитывались в Украине, жили там, ну, большинство, не знаю, 90% людей, обучение, школа, университеты, все было по-русски. И ты как бы эту украинскую принадлежность особенно ты не ощущал, правда? Я не ощущала. Нет, не ощущал. У меня все мое окружение, мои родители разговаривали по-русски, бабушки, дедушки. Дедушка один по-украински разговаривал. Друзья мои все разговаривали по-русски. Ну, Кривой Рог, он как бы весь разговаривает по-русски. В Дніпрі тоже очень много хто разговаривал по-русски. Я можу розмовляти українською мовою, я не маю проблему, але щоб швидко і гарно, лаконічно висловлювати свою думку, я можу трошки підвисати. Ще. Так, я теж. Бо коли почала вчити польську мову, ну то одразу, я не знаю, що Так. Польська, українська, ти кажеш щось. Я коли приїхав сюди, і треба було, люди заставляли розмовляти українською, то я включав польські слова. І це трошки важко. Да, нужно привыкнуть. И меня немножко, ну, мне было грустно, знаешь, по-любому налетят комментарии, что типа, что вы не по-украински говорите. Но мне, честно говоря, приходится себя ломать и доучиваться с этим, правда? И я не сильно хочу переходить на украинский, потому что я вообще не ассоциирую, например, русский язык с Россией. Я не знаю, как у тебя, для меня это вообще никак не ассоциируется. Ну, не ассоциирую, потому что с детства мы разговаривали по-русски. Как бы, да, это слово русское, это плохое слово, да, я как Сейчас. бы в данный момент как бы тоже я против всего этого, но да, ты просто нужно, если бы его можно было поменять просто это слово на какое-то другое, да, и говорить, что это другой язык, как бы, то это было бы отлично, и люди бы так, наверное, не реагировали на это все. Ну и плюс, как ты думаешь, нужно разговаривать, я считаю, например, что нужно разговаривать в Украине на украинском, но живя в Канаде, ты можешь говорить на каком языке? На английском. На каком хочешь, правда? Ну, в целом здесь... Ну, вообще, да. Ну, я считаю, не нужно, ну, лично мое мнение, возможно, многие с ним не согласятся, нужно разговаривать на том языке, на котором тебе комфортно. Конечно, если ты общаешься с канадцем, ты будешь разговаривать на английском. Если ты знаешь испанский и разговариваешь с испанцем, то, ну, можешь разговаривать на испанском. Если с тобой человек разговаривает на русском, ну, можно разговаривать на русском. Если на украинском, ну, ради уважения можно перейти на украинский, проблем в этом нет. Если ты знаешь эти языки, как бы, то отлично, вообще проблем не будет. Вывод такой, будьте полиглотами. Да, знаете все языки мира, как бы китайский, индусский, да, как бы, и все, и тогда у вас будет все классно. Да, это точно. Хорошо. Можешь сказать, ну, сейчас уже, вот спустя, ты же год здесь живешь, да, больше немножко? 1,5 года уже. 1,5 года, ого, много. Вот спустя эти 1,5 года, где твоей семье лучше все-таки, в Польше или там, несмотря на войну? Наверное, я бы сказал так, что моей семье хорошо там, где папа зарабатывает деньги. Это может быть и Украина. Я знаю ребят, которые живут жили в Украине, и они живут и сейчас, и хорошо зарабатывают, не на взятках, кстати, просто бизнесы. Ну, да, не знаю, честно, как я. Что-то там крутится, мутится. Да, ну то есть и хорошо зарабатывают, и они не хотят уезжать, потому что они там вот всю жизнь свою строили, как бы, и они там живут сейчас. Если смотреть, если бы не было войны, то, скорее всего, мы бы сюда даже... И была возможность уехать в Канаду, скорее всего, мы бы не уехали, потому что у меня как раз начало развиваться СТО, я начал зарабатывать деньги, то есть мы его увеличилось количество арендованных машин, мы занимались арендой в такси, то есть это все официально, все легально, то есть все по документации, тебе не надо какие-то схемы, темы делать, как это нужно в Украине делать, да, в частности, и поэтому меня это больше нравилось, скажем так. Но есть как есть, мы уже все в Канаде, поэтому нам нужно крутиться, вертеться здесь. Здесь тоже можно очень хорошо зарабатывать и легально зарабатывать без каких-то темных схем. Это правда. Ну скажи, вот есть что-то у тебя, почему ты скучаешь из Европы, из европейских стран?
из Европы нет, потому что я практически нигде не был, да, как бы я же говорю, только-только вот начали зарабатывать, хотели летом ехать отдыхать куда-то. Не, был в Чехии, но как бы это не скучаю за Чехией. Там очень тяжело работали, как бы и погода была плохая, когда мы приехали. За Польшей скучаю, иногда хочется поехать в гости туда, как бы там друзья остались, там семья ближе, моя семья, как бы они сюда не хотят ехать. То в Польшу, я думаю, они бы приехали, чтобы проведать нас. Ну, я не знаю, ну там дольше прожил, там мы жили 5 лет, там как бы уже все свое, как так сказать. Да. Здесь пока еще, наверное, я уже нашел себя, в чем я хочу развиваться, как бы, но это только старт. Мы бизнес-клуб открыли только 4 месяца, мне это очень нравится, я люблю заниматься такими вещами, я люблю окружать себя умными людьми, которые хотят развиваться. Поэтому, ну, только вперед. Блин, расскажи про свой бизнес-клуб. Бизнес-клуб, идея бизнеса-клуба, конечно, я ее украл, да, как бы. Да, ну уже украл. Сейчас все так делают, то есть любой бизнес лучше украсть идею. Вдохновился. Вдохновился, да, это тоже правильно. И все это началось еще с Украины, когда я жил в Кривом Роге. Там были ребята, тогда это назывались миллионеры. Они собирались в компаниях своей хорошей, приглашали еще людей, катались на досках, на сноубордах, по воде. То есть все это вот классно отдыхали, классно проводили время. Потом, когда я уехал в Польшу, они переехали в Киев, они там открыли другой клуб. Они начали объединять бизнесменов вокруг себя, вот уже сами росли как бы в бизнесе, и потихонечку это у них переходило в более профессиональное такое. То есть да, у них есть отдых, но и в тот же момент как бы у них уже более профессионально это все проходит. Я когда приехал сюда, я тоже захотел что-то такое открыть. Мы с ребятами познакомились, идея у меня была, вроде ребята поддержали мою идею, но в конечном результате как бы все поменялось, все переигралось, как бы, и ребята, мы разошлись, и как бы клуб не получился изначально. Работая, вот я начинал на стройке, потом на складе в Value Village, потом в доставке, потом в такси. Я понял то, что ты не развивайся, ты стоишь на месте, как бы. Вроде ты встречаешь очень много ребят, которые толковые, которые хотели бы чем-то тоже заняться, но ты теряешь с ними контакт только потому, что у тебя нет времени. Ты работаешь по 12-15 часов за рулем, как бы ты катаешься один, да, там иногда созваниваешься с ребятами, общаешься, но у тебя ни английский не повышается уровень, ни какие-то твои знания личные. Мы запустили этот проект Synergy Business Club с сентября месяца. Первая лекция прошла. И я понял, это то, что мне нравится, то, что нравится заниматься, организация, приглашение людей каких-то, окружать себя потихоньку ребятами, которые хотят также развиваться здесь, в Канаде, хотят оставаться. И это меня мотивирует. Ежедневно, чем больше я людей встречаю вот таких и окружаю себя такими людьми, тем больше у меня появляется мотивация делать это еще больше, масштабней, красивее, интереснее, ежедневно практически. Поэтому вот цель клуба — объединить людей, создать такую бизнес-фэмили, которым можно проводить хорошо и время, да, также отдохнуть, поиграть в мафию, в кэшфлоу, в лазертаки, там, в пейнтболы. И так же само можно сесть, обсудить какие-то бизнес-идеи, какие-то развития, то есть инвестиции, то есть которым ты можешь доверять, да, то есть и просто даже приятно пообщаться с человеком. С любым умным человеком приятно общаться, потому что даже просто при беседе за чашечкой кофе он может тебя толкнуть на какую-то очень интересную идею. Да, это правда вообще классно окружать себя людьми, которые вообще что-то хотят, потому что мы — это наше окружение, да, правда? Поэтому это круто. Вообще идея очень классная. Вы переходите обязательно, будут ссылки в описании этого фильма на Инстаграм, на сайт, да, у вас там есть? Сайта пока нету, это в процессе, сейчас будем создавать уже, потому что
комьюнити растет, количество людей растет, то есть это людям будет интересно. По поводу того, что ты можешь встретить человека, который может тебе подсказать какую-то бизнес-идею или просто даже вместе вы что-то сделаете. Это с моего личного опыта, живя в Польше, работая в офисе по трудоустройству украинцев, я познакомился с парнем, Рустам его зовут, и он мне такой говорит, давай откроем СТО. Я говорю, какое СТО? Я в машинах, прям знаю колесо, руль и все, да, то есть это было очень интересно. Он говорит, тебе не надо знать, ты занимайся клиентской базой, занимайся документацией, налогами, всем этим, а я буду заниматься ремонтом машин, набором механиков, и все остальное. То есть и вот так мы начали, и... Конечно, со временем ты хочешь, не хочешь, ты будешь разбираться в этом. То есть я смотрел видео, я читал книжки, то есть, да, не скажу, что я профессионал, но какие-то банальные вещи. Мотор не переберу, но все остальное можно сделать. То есть это, профессионально ты растешь в этом в любом случае. Поэтому вот так вот ни с чего ты появляешься, у тебя какой-то бизнес. Что у тебя есть? Наверняка у тебя есть какая-то нелепая история в Канаде, смешная. У меня практически ежедневно нелепая история в Канаде с моим языком, да, потому что он прям очень не очень. И, неоднократно, это как все, да, те, которые не знают язык, они говорят yes, yeah, а на тебя смотрят как на дурачка, типа, что я тебя спрашивал, да, как тебе там погода или еще какие-то вопросы, поэтому у меня эти нелепые вопросы регулярно. Очень смешно и очень жизненно. Думаешь ли ты, что комьюнити украинцев в Канаде более развито, чем в Польше? Да, в любом случае, я это тоже заметил, потому что я всегда всем привожу пример. Я ни в коем случае себя там не возвышаю, но когда я приехал в Польшу, вот из 100%, да, я где-то чувствовал себя по развитию, уже после изучения польского языка, где-то вот 70-80%. То есть, приехав сюда, даже если не брать то, что я не знаю язык, общаясь просто с этим количеством людей, я где-то себя чувствовал на 30-40% изначально. Сейчас тоже это уже планочка немножко растет, потому что, хочешь не хочешь, ты общаешься с людьми, ты развиваешься, ты узнаешь информацию. И да, сюда приезжает намного больше умных, талантливых людей, чем в Польшу. Причем наши люди, они такие, мне кажется, больше активные, они всегда то бизнес, то какие-то дела, то работают, трудолюбивые, не? Я думаю, что через годик-два очень мало людей, украинцев, да, которые останутся работать просто работягами. Вот очень мало их будет, потому что сейчас все работягами работают только потому, что получить пиар. Да. Это очень сложно, это долго, но все понимают, к чему они идут. Поэтому со временем кто-то уйдет в бизнес, многая часть, кто-то станет менеджерами. Я уже знаю примеры ребят, которые пошли просто на завод обычным работягой работать, и потом буквально через 3 месяца, 4 им предлагали уже работу менеджерами, которые оплачивают курсы для них специально. То есть, потому что наши люди, да, украинцы, они талантливые и образованные. Да, это правда. И еще очень целеустремленные, не? Вот в любом случае, очень... Большая часть людей, они стремятся, да, к карьерному росту, в отличие от других национальностей. И наши есть люди тоже такие, ни в коем случае не хочу никого оскорбить. У нас тоже есть такие ребята, которые всю жизнь готовы работать я не знаю, на стройке. И все, и вот это ихний предел, может бригадиром стройки, да, на стройке, бригады какой-то. Все, но... Если мы говорим про большинство, то да, большинство у нас все равно какие-то стремятся достичь каких-то высот. Давай из крайности в крайности, от людей, которые стремятся зарабатывать и что-то делать, и вообще дышат и позитивом, и жизнью, до тех людей, которые жалуются на Канаду и не понимают, что Таких здесь. Я тоже здесь встретил, лично со мной общались ребята, которые, ой, нет, Канада, все плохо, я там работать не хочу, я там то делать не хочу. Вот мы в Польше там жили, или в Европе, в Испании, во Франции, было все хорошо, а когда ты им говоришь, вы же туда тоже не приехали изначально, вот сразу с большой планкой, они такие, нет, вот мы ж уже жили, говорю,
тогда вот или вы жертвуете чем-то, да, идете как бы работать, как все, ну, не все, ну, практически многие, которые начинали со строек или каких-то заводов, складов, как бы, и потом все это развивались. Ну, а как ты думаешь, чего они жалуются? Вот почему они жалуются? Почему так происходит? Наверное, ну, тяжело морально в любом случае, когда ты чего-то достиг, и ты зарабатывал деньги как бы в любой стране, приехать сюда и стать никем. Тяжело, когда тобой командуют. То есть, когда ты имел бизнес, вот как я, да, я уже отвык, чтобы мной кто-то командовал. Да, дать совет — это одно. Когда у тебя начальник, и я тут пришел работать неважно куда, и мне приходит и говорит, надо делать вот так, как бы, ну, извините, но это не высшая математика, там, да, переносить вещи какие-то там, или там доску, или еще что-то, что ты должен мне рассказывать, как это делать. Да, есть вещи, я не хочу сказать, что я все знаю, многие вещи я не знаю, как бы, и в той же стройке, да, я всегда прислушиваюсь, как бы. Но есть очень банальные вещи. Это вот, в частности, получилось это в Value Village, когда я там занимался мусором, вещами, как бы, и вот пришел до меня один руководитель и говорит, вещи надо кидать вот так. Кидать? Да, ну в пресс мы там, я кидал их в пресс, как бы, и он мне показывал, как надо нагинаться и поднимать эти вещи и закидывать их в пресс. Ну, то есть, да. Ты думаешь, это у него было чисто вот такое, типа, что я выше, старше тебя по званию, я пришел тебе показать? Не, я думаю, это потому, что он там 100 тысяч лет работал на этом складе, и он считает себя профессионалом, и вот если он делает так, то это только так и правильно. То есть, ну, это... То, что я заметил... Нет, ни в коем случае он не хотел обидеть, он хотел помочь в любом случае. Да, я это понимаю, но... Ну, как бы, если я кидаю так, то, как бы, ну, я кидаю так, мне так удобнее просто, наверное, как бы. И когда ты придешь и мне будешь подсказывать, как это... Вот ты кидал в 20 лет, ну, извини, как бы. Но это немножко задевает гордость, как ни крути, как бы, это гордость где-то... Корона-то присутствует у всех у нас. Твои планы на будущее уже ближе к концу видео? Планы на будущее. Я очень отношусь к тому, чем я занимаюсь. Это как мое детище. То есть, если я чем-то занимаюсь, я пытаюсь идти. Я понимаю, что вот сегодня это может не получиться, но если я буду работать над этим, улучшать это все, оно в любом случае выстрелит. И вот к своему бизнес-клубу я отношусь как к детищу. Я не отрицаю, что я найду себе второго Рустама, да, как это произошло, так сказать, в Польше, и, может, будет какое-то ответвление, да, я займусь каким-то бизнесом, потому что на бизнес-клубе ты денег не зарабатываешь. Ну, то есть, вот, я занимаюсь этим 4 месяца, как бы денег я не зарабатываю. Я просто объединяю вокруг себя людей, и я хочу создать такую бизнес-фэмили, то есть я хочу найти себе ребят, с которыми я могу проводить приятное время, с семьями отдыхать, ездить, то есть и это будет круто. То есть вот цель у меня вот такая. Это очень важно в жизни, мне кажется, когда у тебя есть твой круг, с которым ты можешь праздновать праздники. Каждый из нас понимает, мы в эмиграции, здесь никого нет совершенно, мы совсем одни. То есть да, ну это классно. А относительно бизнеса, ты уже думаешь, чем бы хотел заниматься? Прям в данный момент есть пару идей. Сейчас мы работаем над ними. Мы хотим запустить проект один. Он будет называться «Бизнес под ключ». То есть мы будем помогать нашим ребятам, которые не знают всей информации, как открыть, как вести. Мы начинаем от открытия бизнеса, лицензирования, маркетинговая стратегия, это конкуренты, все-все-все. И помощь в ведении, если это нужно будет. СММы, таргетологи, то есть это все у нас есть. Мы уже знаем этих ребят, которые занимались этим и в Украине, и в Европе, и в Канаде уже занимаются, поэтому специалисты своего дела. Круто. Блин, ну это очень классно, мне кажется. Если есть деньги, знаешь, и ты думаешь, ты видишь вот вариант у тебя есть самому развивать это, самому набирать команду, или взять, вложить эти деньги и получить классный, качественный результат, то, конечно, нужно, наверное, лучше выбрать второе, не? Опять это из моего личного опыта. Я так сделал в Польше, когда открывал СТО, я тоже не совсем понимал в документации, в этом всем, в налогах. Я нашел
женщину, которая занималась бухгалтерией, и они занимались вот открытием бизнеса и ведением этого бизнеса в частности. И поэтому вот такая идея здесь тоже возникла, потому что я знаю уже лично несколько ребят, которые имеют деньги, но имеют какую-то идею даже вот свою или тем, чем они занимались, но они не знают, как это сделать здесь, как это реализовать. То есть и вот для этого вот мы посидели, подумали, что бы можно было сделать, и вот Круто. пришли к этой идее. Вообще то есть класс. это идея по факту из жизни взята, то есть с личного опыта. Ну и давай, может, ты дашь несколько советов под конец людям, которые вот хотят приехать в Канаду. Нужно не бояться, нужно ехать. Это, наверное, самое главное. Нужно не бояться перемен каких-то. В любом случае нужно верить в то, что здесь лучше. Нифига здесь не лучше. Это нужно оставить. Здесь действительно лучше. Я вам приведу два примера просто. Два типа людей, да, которые первый это работяги, которые, опять я знаю здесь таких, которые, к примеру, парень работал на шахте всю жизнь. На шахте тоже зарплаты небольшие, он приехал сюда, он работает на крыше, тоже тяжелая работа, но он молодец, как бы там, он уже больше года там работает, и он подрабатывает в такси сейчас. И, он купил себе машину, он купил себе Camry, как бы он купил себе айфоны, он снял таунхаус себе. То есть у него этого всего не было в Украине. И то есть, да, если сопоставлять уровень жизни, здесь ему лучше. И вот таким людям здесь намного лучше, чем в Украине. Или может, в Европе тоже, если ты на заводе все время работал. А тем, которые приехали, имели что-то там, вот главное не сломаться, надо перетерпеть и просто маленькими шажками идти к своей цели, да, поставить вот чем вы хотите заниматься и потихоньку идти, потому что, работая на дядю, здесь денег не заработаешь, вот, к сожалению, вот так. Но если вы не совсем прям специалист, потому что я знаю тоже тут таких ребят, электрики, механики, да, там они стартуют от $30 в час, и потом их планка там за 50 перевалит. Айтишники, не? Айтишники, опять же, они не сильно много здесь, в Канаде, зарабатывают непосредственно, они зарабатывают в Америке. Ага. И у хороших айтишников потом проблема найти работу здесь, потому что когда ты там зарабатываешь, я не знаю сумму их, да, $10 тысяч американских, а потом тебе говорят 8 канадских, то уже прям очень сильная разница. И у нас остались только короткие вопросы, можешь отвечать пару слов, одно-два слова. Угу. Опиши жизнь в Канаде одним словом. Солнечно. О, и как раз сейчас там правда солнечно. солнечно. Лучше сделать, но пожалеть или не сделать? Сделать, но пожалеть. Окей. Я слушаю много подкастов тоже, и все бизнесмены говорят, нужно делать, ошибаться, исправлять, делать, ошибаться, исправлять. Без ошибок ты не сможешь построить никакой бизнес. Ни один бизнес не построен без ошибок. Сколько ты зарабатываешь? Прям так в лоб. Да это не секрет, я зарабатываю сейчас где-то около 6 тысяч грязными. Раньше это было немножечко больше, только потому, что сейчас очень много времени забирает бизнес-клуб, какие-то встречи, знакомства. То есть это все нужно делать, и я понимаю, ради чего это я делаю. Поэтому, вот в данный момент где-то около 6 тысяч с грязными. Лучшее место на Земле? Конечно, Украина. Хорошо. Канада или Польша? Была Польша, сейчас Канада. Это жизнь, все меняется. Да. И хорошо, и последний вопрос. Твоя самая дорогая покупка, которую ты делал? Тесла моя? Тесла. Нет, наверное, не Тесла. Наверное, квартира. Квартира. В Польше. Угу. Да. Покупали квартиру, потом продали И купили Теслу. О, там можно тоже жить, не. Она же 4-местная. Спасибо тебе огромное за то, что ты пришел, за то, что с нами поделился вообще классной информацией, своей историей жизни и столько мотивационных фраз. Я была очень рада встретиться. И вам, дорогие друзья, огромное спасибо за то, что вы нас смотрели. Оставляйте свои комментарии. Обязательно переходите по ссылкам в Инстаграм Максима на Synergy Business Club. Приходите в мой Инстаграм. Ну и до скорых встреч. Да. Спасибо, что пригласила. Да. Спасибо вам. Будем надеяться, что вы придете до нас, до Иры, потом будете на подкасты приходить. Да, и на фотосессии обязательно. И на фотосессии обязательно. Фотосессия просто бомба. У меня она есть уже сделана. Поэтому, да, спасибо вам. Да, все. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.